Мама ненавидит мужа, моего мужа. Она может говорить это прямым текстом: да я ненавижу, он такой плохой. Может быть более деликатной и просто намекать вам на это. Что-то он от тебя, знаешь, какой-то вот не очень. И каждая женщина, которая сталкивается с этой проблемой, чувствует внутри, что ее как будто разрывает на части. Потому что муж-то вроде мой, я его выбрала, я с ним, вроде как я его люблю. И мама-то моя, и вот этот самый близкий человек, из животика которого я вышла, который, собственно, подарил мне эту жизнь, дает мне знаки или говорит открыто, что ненавидит моего мужа, или в более мягкой форме, что он просто ей не нравится, что он нехороший. И женщина чувствует, что ее, знаете, как лебедь, щука и рак растягивают во все стороны. Вот есть такая дебильнейшая фраза: «С мамой вы сексом не занимаетесь и не надо». От мамы вы детей не рожаете. Может быть, сейчас один муж, через 10 лет другой. Это нормально. Извините за откровенность, но вообще-то это адское мучение для мужа. В этом видео очень кратко, но емко расскажу вам, что делать в этой ситуации, дам конкретные практические советы. Если ваша мама очень сложная, с ней вот прям, крайне сложно вообще-то построить какое-то общение, всегда накрывает эмоциями, потому что она прям провоцирует на них, тогда вы можете бесплатно скачать чек-лист, четко по шагам. Как общаться с мамой так, чтобы эмоциями не накрывало, как ведром с помоями. Если вам важнее здесь фокус внимания больше не на маму, а на мужа, а как же с ним проживать эти конфликты, как вообще с ним разговаривать? Ведь он тоже, возможно, плохо отзывается о маме. И любой нормальный мужчина в этой ситуации, если чувствует, что ваша мама его ненавидит, если он это знает, он не будет испытывать к ней симпатии и положительных чувств. Априори это нормально. И если вам важно с ним наладить общение, то проходите бесплатно первую ступень моих курсов по отношениям, пока эта возможность есть, бесплатно это взять. И уберите из ваших отношений те самые распространенные ошибки, которые у вас есть. Вы сможете их там вычислить, перестать делать. Но в этом видео конкретный пример разберем женщины, девушки, которая поделилась своей историей о том, как мама намекает, что вот муж какой-то плохой, как муж очень сложно строит контакт с мамой, а женщина в итоге ненавидит уже и мужа, а может там еще и себя, и может быть и маму. Разберем конкретную историю, которую поделилась со мной зрительница моего канала. Я буду читать эту историю и давать сразу рекомендации, что здесь не так и что нужно сделать по-другому. Ставьте лайк, если эта тема вам откликается, если у вас это тоже болит, вам точно будет здесь полезно. Прямо сейчас с вами читаю историю, которой со мной поделилась женщина. Это комментарий в открытом доступе. Все мои подписчики это видят, информация не секретная, но это анонимно, естественно. Значит, что было? Этим летом мама поехала с нами в отпуск. Это была ее идея. Первое, заметим, важно, это была идея мамы ехать. Женщина это отмечает, почему-то для женщины это важно. Потому что не столь важно, чья была идея, очень важно, что женщина и мужчина, ее муж приняли решение привезти маму с собой в отпуск. Не очень важно, чья идея, важно, что если они берут ответственность за свою жизнь, за свои отношения на себя, то тогда звучало бы так: мама предложила, а мы согласились. Это было наше решение взять маму. Но девушка пишет: это была идея мамы, то есть для нее это важно. Она это выделяет в самом первом предложении в своем тексте. Перед отпуском я начала заранее себя настраивать, чтобы не взорваться и не испортить отношения. Это отлично, когда мы знаем, что нам предстоит контакт со сложным человеком, но который для нас близкий, заранее себя настраивать. Это замечательно. Настраивала себя таким образом, что все пожилые люди, они как маленькие дети, что в старости мы будем такими же ворчунами, что надо просто потерпеть 10 дней. Это ведь моя мама. Окей, да, действительно, в старости мы все меняемся, но камон, мы не все будем такими же ворчунами, как наши родители. Степень ворчунства зависит от того, насколько вы психологически, эмоционально зрелый человек еще до старости. Люди, которые умеют отделять свои эмоции от чужих, не совать свой нос в чужие дела, не нарушать границы, они в старости не будут прям сильно ворчунами. Но, хорошо, но, пишет девушка, но
Допустила огромную ошибку, не подготовила своего мужа к этому. Замечаем из этих слов. Девушка считает, что это ее ответственность подготовить мужа к общению с мамой. Я бы считала, что это как бонус. Вот если у меня было время, было желание, я заранее подложила соломку и подготовила мужа каким-то образом, попросила его как-то себя вести определенным образом, а он захотел это делать, тогда да, я молодец. Но вообще-то это не ответственность девушки организовывать контакт мамы и мужа. Мама – взрослый человек, муж – взрослый отдельный человек. У них там какой-то свой контакт. И дочка этой мамы в этой ситуации, жена этого мужа, она не ответственна за то, как там их отношения складываются. Тоже вот здесь, да, видим такой, как это красиво сказать, красный флажок, вот так это говорят. И он, муж, на третий день в алкогольном опьянении взорвался на то, что мама везде лезет и всем недовольна. Выгнал ее. Если мама везде лезет и всем недовольна, на третий день, 3 дня, представляете, находиться вместе, в отпуске с человеком, с кем мне приятно находиться вместе. Извините за откровенность, но вообще-то это адское мучение для мужа. Это же не его мама. И с мамами не обязательно проводить отпуск. Вообще-то мужу нужно памятник поставить, что он на третий день сорвался, а не на первый. Очень важно мамам, которые везде суют свой нос, говорить такую фразу, запомните ее, это реально вам поможет. Говорить им так: мама, ты же понимаешь, что ты здесь в гостях, если вы не у нее дома? Если вы у нее дома, и она сует свой нос, просто ограничьте время нахождения у нее дома таким количеством, промежутком времени, чтобы вам было терпимо это выносить, чтобы вас это не выворачивало наизнанку. Можете час посидеть с ней, чай у нее дома попить и потерпеть это. Хорошо. Не можете час, можете 10 минут. Забегайте к ней на 10 минут раз в неделю или раз в месяц, да, если вы на ее территории. Но если речь идет о том, что мама как гость оказалась с вами, у вас дома, или в отпуске, который вы организуете, то есть вы ее пригласили, то относиться к ней нужно как к гостю. Понимаете? Вот слово «мама», оно просто отодвигается на второй план. Это гость в вашем доме. И мама, по идее, психологически зрелая, грамотная женщина бы это понимала. Но реальность такова, что мамы многие этого не понимают, это нормально, ну вот оно так и есть. И тогда нужно им поставить эту границу и сказать: мама, ты же понимаешь, что ты у нас в гостях, что ты гость здесь. Читаем дальше, что же сделал мужчина. Он посадил ее куда-то, не очень понимаю куда, и отправил восвояси. Ну, в общем, выпроводил как-то домой. На следующий день по моей просьбе попросил по телефону прощения у мамы, но мама не простила. Настаивать мужа, просить прощения у мамы – это не очень хорошо. Еще раз, давайте разделять. Вы уже не дети. Если вам больше 18 лет, вы уже не дети, вы уже взрослые. Если вы живете отдельно, если вы самостоятельные, то надо рассматривать и себя как самостоятельного взрослого человека, и мама ваша, допустим, да, и мужа, или мы можем перевернуть наоборот, если бы это был муж и его мама, и жена. Это взрослые самостоятельные люди. И если меня сегодня придет кто-то просить: слушай, ну мне неудобно, что там у тебя с кем-то отношения испортились, пойди попроси прощения. Пофиг, чувствуешь ты так или нет, вообще, извиняюсь, насрать на твои чувства. Но чтобы мне было полегче, ну тебе же не сложно. Сделай вид, что ты извиняешься, попроси прощения. Детский сад. Это детский сад. Не делайте так. Уважайте право людей иметь свои отношения. Отношения вашего мужа и вашей мамы – это их отношения. Они имеют право быть и хорошими, и плохими, и разными. Да, параллельно нужно признавать, что мне очень больно, мне неприятно, что у моего мужа с моей мамой сложные, плохие отношения. Да, я хотела бы иначе, но, он взрослый отдельный человек. Она взрослая отдельная женщина, но они взрослые как-то сами разберутся. Это не моя ответственность. До сих пор не общаются. Мама постоянно мне намекает: какой-то у меня муж плохой, невоспитанный. Я тихо временами его ненавижу. Вот заметьте это, да, что женщина рассказывает, девушка, что чувствует ненависть к мужу за то, что он поступил так с мамой, и не знаю, как жить с этим дальше.
Финал этой истории вот такой. Так, кошка, ты мне тут микрофончик хочешь подпортить. Давай тебя обезопасим, чтобы я не осталась без звука. Сидеть, сидеть. В общем, кошка сидеть не хочет, имеет на это право. Ее границы, микрофон безопасности. Ненависть – это чувство, которое говорит нам о том, что я не могу тебя сейчас видеть, мне временно нужна большая дистанция, чтобы тебя не видеть, не слышать, чтобы урегулировать свои чувства внутри. Вот о чем сигнализирует чувство ненависти девушки, которая поделилась своей историей. Она настолько переполнена внутренними эмоциональными чувствами, процессами, ее распирает, что сейчас ей хочется не видеть своего мужа временно. Не бойтесь чувства ненависти, это не страшно ненавидеть кого-то, это временно. Если внутри весь этот свой процесс, кашу, вулкан разрулить. Девушке я бы рекомендовала почувствовать себя взрослой, отдельной от мамы. Посмотреть на мужа как на взрослого отдельного человека, который имеет право строить отношения с вашей мамой по-разному. Единственное, что можно и нужно настойчиво просить у своего мужа, это уважительно относиться к вашей маме, как бы гадко временами она себя не вела, насколько сложным человеком она не была бы. Но уважение – это не значит терпеть ее 3 дня в отпуске с собой, например, там еще в одной квартире, в одном доме или в одном отеле. Это не уважение. Это быть ребенком, тащить свою маму, с которой тяжело, в отпуск. Уважение – это сказать: мама предлагает, поехали вместе в отпуск. Сказать: ты хочешь с нами в отпуск поехать? Здорово. Извини, не можем. Я тебя уважаю, я слышу, что ты хочешь, но не можем. Уважать – это не значит что-то давать. Это просто не говорить гадости, это не знаю. Но он ее как-то, судя по всему, жестко выпроводил. Да, он был тоже неправ. Да, нужно подбирать более разумные формы. Можно категорично сказать: мама, что-то наши отношения с вами стали слишком сложными. Давайте-ка отдохнем друг от друга. Вот там, допустим, такси или автобус. Вам нужно вот во столько-то покинуть нас. Уважительно. Говорить ей 3-этажным матом, какая она плохая, или обвинять ее, в общем, делать, знаете, ссору такую некрасивую, это неуважительно. Говорить маме плохо о муже своей дочери, это неуважительно и по отношению к дочери, и по отношению к нему. В этой семье, которая девушка поделилась своей историей, не хватает уважения. А девушке самой, почему она застревает в этом, как в болоте тонет? Ей не хватает сепарации, отделенности от мамы, ей не хватает понимания, что мама, той мамой, как мы привыкли понимать, была для меня, когда я была маленькой. А сейчас я уже взрослая, отдельная тетя. Она меня родила, но я уже взрослая, отдельная. И нам не обязательно ни отпуск вместе проводить, ни чтобы муж мой извинялся перед ней, ни чтобы он ей нравился. Вообще ничего не обязательно. Желательно уважать, но все остальное вообще не обязательно. А сейчас проделаем с вами очень простое упражнение, которое поможет вам разобраться, если у вас похожая ситуация, что вам делать и как это разрулить. Что нужно сделать? Первое. Представьте, что прямо сейчас перед собой вы видите вашего мужа и вашу маму. И ответьте себе на один вопрос. Кто для меня важнее? Это расстановка приоритетов ваших ценностей. Кто вам важнее, мама или муж? Не увиливайте от ответа. Никто этот ответ не услышит. Вам не нужно его писать в комментариях, говорить кому-то. Это внутри для себя. Поэтому прям честно-честно скажите, кто важнее. И помните, важнее должен быть всегда муж. Почему? Есть такая дебильнейшая фраза, дебильная реально. Муж, мама одна навсегда, а мужья могут меняться. Смотрите, почему дебильная. С мамой вы сексом не занимаетесь, и не надо. От мамы вы детей не рожаете, и не надо. Мама вас за плечи не возьмет, не обнимет и скажет: какая ты красивая женщина. Или я так тебя люблю. Или не понюхает вас и не скажет: от тебя так сегодня вкусно пахнет. Да, то есть этого сексуального подтекста, этого мужского, мужественного подтекста. О, у меня еще один пассажир пришел. Ну, давай на ручки. Мы тут в памперсе, у нас первая птичка.
собака в памперсе. Понимаете, мама – это совершенно другая категория людей. То есть мама – это совершенно другая категория отношений. Вы можете сказать, это несопоставимо. Нет, это сопоставимо по степени близости. Кто вам ближе, кто вам ценнее? Вам должен быть ценнее муж. Да, они могут меняться. Может быть, сейчас один муж, через 10 лет другой. Это нормально. Но с мужем вы строите отношения, как мужчина и женщина. С мамой у вас никогда не будет таких отношений, не должно быть. С мамой, знаете, какие отношения? Если вам повезло, и ваша мама психологически зрелый человек, и с ней контакт приятный, теплый, хороший, да, с ней получается комфортно общаться, и она вас много дала чего, то вам повезло. Но большинству людей не повезло. И, ну окей, все, вырастила, спасибо, разошлись. Уважаю тебя, ценю, что ты мне жизнь дала, спасибо. Ну как бы вот. А дальше я пошла строить свою жизнь. Жить там не с мужчиной. Поэтому мужчина должен быть на первом месте. В идеале, в приоритете ценностей, когда вы на первом месте, на втором месте идет ваш мужчина, на третьем месте ваши дети, если они у вас есть. И дальше все остальные. Там вы уже расставляете как хотите. Хотите мама следом, папа, друзья, бабушка, разные люди. Что значит вот эта некая такая идеальная формула, да, приоритетов? Если у вас будет так, у вас проблем в отношениях будет очень-очень мало. Они вас вообще не будут беспокоить, потому что это будет верно простроенный внутренний сценарий, как вы вообще эти отношения строите. И сейчас, если вы вдруг хотели ответить вначале, что мама вам ценнее, то специально для вас я дарю вам бесплатный чек-лист, как построить отношения с вашей мамой, если с ней сложно, как с ней себя вести так, чтобы эмоционально не вскипать, насколько это возможно. Ссылка на этот чек-лист, который у меня в Телеграме опубликован, внизу в описании под этим видео. Переходите, забирайте, написано чек-лист. Если вам важнее наладить отношения с мужем, он у вас все-таки в приоритете, и вы понимаете, что жить-то вам до старости не с мамой, а с мужем, с этим или с другим, то бесплатно регистрируйтесь на первую ступень моего курса по отношениям, где вы узнаете все ошибки. Начните этот путь. Научитесь строить отношения с мужчиной. Если ваша мама такой сложный человек, то значит, она не только с вами эти отношения сложно строит, не только с вашим мужем, значит, она вообще с людьми отношения строить не умеет качественно. И тогда откуда вам этому научиться? Значит, с детства она вам не дала это своим примером. Вы не могли, как обезьянка, с детства это повторять. И тогда, если вы претендуете на счастливую личную жизнь, вам нужно взять ответственность и научиться этому самому. Пока есть возможность сделать это бесплатно, первую ступень забирайте. Скоро это закончится. Успевайте забрать. Внизу тоже ссылка. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если у вас похожая ситуация, вы хотите поделиться, поделитесь, расскажите. Большое спасибо зрителю, которая поделилась этой историей. Такие истории мне помогают разбирать с людьми, да, проблемы и объяснять, а что же можно улучшить. Ставьте лайк. И до встречи в следующих видео на этом канале. Вот есть такая дебильнейшая фраза, дебильная реально. Муж, с мамой вы сексом не занимаетесь и не надо. От мамы вы детей не рожаете и не. Может быть, сейчас один муж, через 10 лет другой. Это нормально. Не надо. На третий день, 3 дня, представляете, находиться вместе в отпуске с человеком, с кем мне приятно находиться вместе. Извините за откровенность, но вообще-то это адское мучение для мужа. Но вообще-то это не ответственность девушки организовывать контакт мамы и мужа.